Никаких зарядных кабелей, зарядка через тело браслета, и это удобно. Пульс у воздуха не считает, а это не каждые умные часы по $150 умеют. Трехосевой акселерометр внутри, предупреждение о высоком пульсе на борту, 14 суток автономности, а главное, активация по повороту запястья работает как часы. В этот момент достаточно назвать цену и закончить обзор. Но нет, расскажу подробнее о самом бюджетном рабочем фитнес-браслете от Xiaomi. Tube 521, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц среди подписчиков, подписывайтесь с колоколом, друзья. А сегодня я расскажу вам об альтернативе Mi Band 4 серии. И это не Mi Band 5 серии. И всем, кто хочет сказать, что разница в 40% цены незначительна, постарайтесь думать шире. Первое, зачем платить больше, если функции те же. И второе, если вы будете покупать браслет ребенку, идеально то, что дешевле. Все равно ему долго не жить. Упаковка красивая, красная, броская. Масс-маркет воплоти. Распаковали. Внутри документация на китайском и браслет. Первое, что удивило, даже зарядки нет. Но когда понял, что она встроена в сам корпус, отлегло. Чтобы настроить, достаточно скачать программу Xiaomi Wear. QR-код нужно сканировать из инструкции. В Google Маркете этой программы нет. Следующее действие — включить Bluetooth на телефоне. У браслета, кстати, Bluetooth версии 5.0. Включаете программу, регистрируетесь, находите браслет, скачиваете обновление и далее настраиваете браслет под себя. Благо, программа даже с китайской версией браслета полностью на английском языке. Чтобы сделать китайскую версию браслета с английским языком в менюшках, достаточно поменять язык телефона на английский, и браслет сразу полностью станет на английском языке. В программу встроено отличное руководство пользователя, также на английском. Все максимально подробно и понятно. Пока настраиваю, немного о физических свойствах браслета. Форма у него, как вы видите, прямоугольная, корпус пластиковый, рамки огромные, рамка с тыльной стороны, датчик PPG в наличии, ремешок снимается просто, заряжается от любого USB порта, пластик, разумеется, крайне дешевый, но не дико дешевый, как у Redmi AirDots. Размер капсулы 4 см на 2 см на 12 мм в толщину. Вес браслета без ремешка 13 граммов, вес ремешка 10 граммов. Металлическая клипса у ремешка очень тугая. Стоковый ремешок рассчитан на запястье от 150 мм до 190 мм. При надевании на руку моего 7-летнего сына запас в ремешке составил еще 2 деления. Так что детям это лоукостовое чудо будет в самый раз. Браслет с защитой от воды в 5 атмосфер. 1,8 дюйма TN-TFT матрица, размер экрана 128 на 220 точек. Глубина цвета всего 16 бит. Защита — закаленное стекло. Сенсор после обновления стал достаточно чувствительный, что хорошо. Из списка онлайн-циферблатов можно выбрать тот, что понравится, и установить на ваш браслет. Я считаю, что их более чем достаточно. Основные функции — это оповещение, вибро здесь средней силы, не регулируется, я бы хорошим его не назвал. Перманентное измерение пульса, будильник, отслеживание сна, умного будильника здесь нет и я уверен, что не будет. Режим тишины, поиск браслета, настройка погоды, напоминание об активности, активация поворотом запястья, которая здесь работает даже очень хорошо, и предупреждение о высоком пульсе. Предупреждение возможно даже в состоянии покоя без отслеживания спортивной активности, и это тоже хорошо. В самом браслете управление свайпами или нажатием сенсорной кнопки внизу. Опять же, при помощи свайпов. Одной кнопкой вы все сделать не сможете. При оповещениях довольно убогий русский шрифт. Все видите сами. Шикарное управление музыкой, но в YouTube проигрывателем с него управлять нельзя, только плеером. Через Alipay можно оплачивать товары, но только для жителей Китая. Сообщения приходят на русском, секундомер, таймер, будильник и погода на 3 дня в наличии. По отслеживанию активности в режиме бега, учитывая, что в браслете нет своего GPS и во время отслеживания я не брал с собой телефон, с которого он может получать геоданные, на круге в 5 километров при сравнении с Apple Watch 5 серии с включенным GPS разница составила всего 100 метров, а это прямо очень точно. Аккумулятор на 140 мАч 10 дней живет, на минималках живет 2 недели. У народа по отзывам и 3 недели работает без оповещений. Заряжается браслет за 2 часа. При ежеминутном отслеживании пульса, отслеживании сна, оповещениях и отслеживании спортивной активности на час в день живет браслет около 5 суток, это если из него не вылезать и постоянно снимать ролик, как я делал. Спать в нем достаточно комфортно, но не так, чтобы супер. На вторую ночь уже его не замечаешь. Главное включить DND режим или установить промежутки времени, в котором он станет включаться, потому что браслет довольно яркий. Настройки активности времени экрана в нем нет. Always on Display пока тоже нет. Перелистывать пункты меню поворотами запястья нельзя. В браслете нет
GPS, NFC, микрофона, динамика, симки, галереи, Wi-Fi, и у него нет функции отслеживания плавания. И пока нет плавания, я бы слишком надолго окунать его в воду не стал. В китайской версии русского языка пока нет, новых прошивок на него тоже пока не предвидится. Крепление не расстегивается даже при занятиях спортом. Вибра не очень сильная, яркость 5 уровней с хорошим запасом. Возможно, Redmi это копия Honor 5i. В отличие от бендов, капсула из ремешка никогда не вылетит. На 100% яркости работает. С iOS-системами уже работает. Экран весь сенсорный. Плотность пикселей в Redmi 235 ppi против 282 ppi у Mi Band 4, но читаемость я считаю не хуже, потому что экран больше. Пульс показывает быстро, но не особо точно. Из датчиков все, что нужно, а именно и трехосевой акселерометр и датчик пульса. Шаги считает шаг в шаг. На распродаже браслет реально купить дешевле $14. По ссылке в описании к видео сейчас продается за $16 с бесплатной доставкой в любую точку мира. Резюмирую, у кого не было Mi Band'ов и кто хочет уложиться в 1200 рублей, а на сейле вообще в 1000, и не купить убогий кирпич, вещь достойная. Читабельность, автономность, технологичность и удобство работы на высоте. Альтернатив море, но в этой ценовой категории нет. А про то, что покупать и кому, можно добавить каждому свое. У супруги у меня Apple Watch 5 серии, у меня Stratos и 3 версии, а сын теперь с браслетом Redmi. Если бы у меня не было умных часов, я бы начал с ними знакомство именно с этого девайса. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, пишите у кого какие вопросы в комментариях, отвечу всем. Мата и хамства на канале нет. Если сделать обзор на Apple Watch 5 серии спустя полгода, пишем. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.